Всем привет, я игрок команды Wombats of Tanks Just Cause. В последнее время играть на легких танках стало не модно. На большинстве нынешних карт они не могут исполнять своих задач напрямую, но все же они есть, и сегодня я расскажу немного об этом. Данное видео сделано преимущественно для новичков и чуть более продвинутых пользователей. Сегодня я покажу вам несколько позиций и стилей игры на легких танках с нижнего респа на карте Ласвель, и начну с этой позиции для пассивного света. На данной позиции вам потребуется оптика и желательно быстрый светляк, чтобы вражеские танки, которые едут агрессивно по центру или по берегу, вас не успели заметить. С этих кустов вы дадите информацию о танках, которые выставились с небольшой полки около респауна или просто рядом проезжающих. Засвечивая в данном месте вражескую технику, вы не только даете информацию о местонахождении противников, но и даете возможность союзникам отстреляться по данным позициям. Это могут сделать как танки, так и всеми любимый вид техники, создающий БТР артиллерия. Поскольку там есть небольшой рельеф, союзным танкам требуется немного проехать ближе к городу, чтобы лучше был прострел по танкам. Если у вас все хорошо выйдет, танкам противника придется отступать со своих позиций, ну или оставаться умирать. В любом случае вы в большом плюсе, так как дали информацию по местонахождению танков, плюс команда нанесла им урон, и еще несколько мелких преимуществ. Есть альтернативные первой позиции куст. К нему ближе ехать, но есть один момент. Если у вас плохо прокачан экипаж или легкие танки ниже 7 уровня, то для засвета потребуется стереотруба. Вы также будете светить полку около базы оппонентов. Но также есть и минус. Эта позиция известна опытным игрокам, и ее часто рандомят. Перейдем к чуть более активной игре. Если вы хотите дать информацию о вражеских танках по берегу или по красной линии, необходимо проезжать по центру карты. Расстояние до соперников ближе, соответственно и больше опасностей. Также там очень много стилей игры и развития ситуаций. Одним из самых надежных и безопасных вариантов встать в этот куст. Желательно заехать в него максимально глубоко, чтобы танки, также светящие из кишки, не увидели вас. Из этого куста вы дадите информацию о всех вражеских танках, проезжающих город. И если вы приехали быстро, то и по противникам, которые светят из кишки. В кусте достаточно просто стоять. В это время ваши союзники должны отстреливаться по врагам. Так в начале боя можно получить огромное преимущество по ХП, а возможно и по танкам. Существует опасность того, что вражеский светляк может просто ехать наглую на вас, и чтобы сохранить шанс на выживание, желательно развернуть корпус назад и при виде опасности сразу же ехать в сторону своей базы. Можно сыграть еще более агрессивнее и надежнее дать свет, а заодно и самому пострелять по своему засвету. Ехать нужно за этот камень и аккуратно от башни подсвечивать противников. Но сюда стоит ехать, если вы уверены, что вражеские танки не поедут в кишку, а если и поедут, то вы с ними справитесь, или вам помогут союзники. Далее следует проехать за следующий камень, чтобы обратить на себя внимание врагов. Скорее всего, они останутся в укрытии от союзного огня и будут пытаться отстрелить вас, или вовсе спрячутся. Это и есть ваша цель. Пока ваши союзные войска проходят глубже в город по своим позициям, вы привлекаете на себя внимание, но вы ведь всего лишь легкий танк внизу списка. Хороший размен. Поскольку вы сильно мешаете противникам, за вами скорее всего выйдут. Но как я сказал в начале, вы должны ехать туда с уверенностью, что сами справитесь с врагами или вам помогут. Если у вас все получилось, можно помогать союзникам в отстреле города. Благо прострелов из кишки туда очень много. Ну, или сделать что-нибудь другое. Ну, а теперь то, что я почти всегда делаю, когда уверен, что меня прикроет немалое количество союзников. Я люблю играть всех агрессивно, поэтому я еду, соответственно, в самую агрессивную позицию. Я вижу вражеского светляка и нагло еду его убивать, так как если мы оба останемся, у меня не получится дальше сидеть противников, параллельно выталкивая его под прострел союзников.
На данный момент я здесь в безопасности, поскольку приехал очень быстро. Противники не успели доехать до города и отстрелять меня. Я падаю туда, куда изначально ехал, в этот небольшой склон. Он отлично защищает от огня противников с базы и частично из города. Оттуда я могу агрессивно и достаточно безопасно подсвечивать врагов, постоянно привлекая на себя внимание. Но все, конечно, зависит от вашей наглости и каких целей добиваетесь. Если вы постоянно будете выкатывать и светить противников, то будете также видны для них. По вам, скорее всего, будут стрелять те, кто остался на базе или где-то ближе к городу за укрытиями. Вы всегда даете информацию о местонахождении врагов, создаете пространство и время для передвижения ваших союзников по своим позициям. И чем настойчивее и наглее вы будете играть, тем больше шансов того, что у противников все свое внимание будет отвлечено на вас. Вы всегда даете им шанс попасть по себе, а это некий азарт. Я достаточно отвлек на себя внимание. Получил очень много урона, но не просто так. А как сказано выше, скорее всего большее количество танков противника тут никуда не ехали и отвлекались на меня. Теперь я редко подсвечиваю врага, чтобы меня не убили, и ищу возможность уехать, чтобы быть уверенным, что выживу, и возможно еще помочь в отстреле вражеских танков. Я немного выкатываюсь, чтобы получить лампу или увидеть выстрел противников, узнать, сведены ли на меня танки и свечусь ли я. Несколько таких движений я стараюсь сделать небольшой разгон, чтобы быстро уехать от вражеского огня, если меня увидят, чтобы было меньше шансов по мне попасть. Увидев возможность уехать, я быстро это делаю и закатываюсь за камень. И далее помогаю своим союзникам, мы спокойно добиваем оставшиеся силы врага и заканчиваем бой. Более 7500 урона по моему засвету. Отличный вышел бой. Подписывайтесь на канал, социальные сети Вамбатов. Всем удачи и приятной игры.